что мы едем на самые красивые рисовые террасы. По наводке Гугла он выбрал нам самый короткий маршрут. Вот, посмотрите, какой он милый. При том, что там была нормальная дорога. Но эта дорога была на 2 минуты короче. И рекомендуемая самим Гуглом. Красота! На нас все так смотрят с таким удивлением и радостью, что мы сюда забрели. В их милую деревню. Там гора Агун где-то была. У меня возникает ощущение, что с той скоростью, с которой мы едем, это явно не короче маршрут, это будет 100% 10 раз длиннее, чем тот второй, который был чуточку подольше. Направо? Ну, сейчас посмотрим. Да, направо. Плавный поворот налево. Плавный. И наконец-то мы выехали на дорогу нормальную. Ну, посмотри, какая яма нам предстоит. Очень плавно повели налево. Ну. Мы вчера поменяли байк. Взяли тот, который был у меня. Куда? Потому что тот нас совсем не тянул, старенький. Но это тоже, конечно, вдвоем нас не выдерживает сильно-то, но чуть получше. Вот, кстати, выехали на нормальную дорогу. И я надеюсь, что все-таки это стоило того, что это действительно была дорога покороче. Забраться выше. Не знаю, куда нам надо ехать дальше. Тут стоянка для машин, для байков появилась. Только вопрос, да, давай. А где вообще, в принципе, вход? И хотим ли мы войти, или мы можем просто здесь полетать? Здесь, как бы, я так поняла, все-таки платный, естественно, вход, и ты ходишь по всем этим террасам. Посмотрим, дойдем ли мы до этих террас. Потому что наша задача была на самом-то деле просто полетать на дроне, посмотреть это сверху. Но сейчас разберемся. Что ты стоишь? Я там видел человека с билетиками, поэтому если мы приехали, то тогда да. А если мы еще не приехали? Поехали дальше. Разворачивайся, я к тебе присяду. Меня все так смотрят, как на иностранку. Ну, в смысле, на иностранку. Мы решили проехаться подальше. Уже, честно говоря, задолбала везде платить вход. Хотя, наверное, это правильно. Они за эти деньги, по сути, держат в чистоте все. Когда мы не приезжаем, достаточно
очень похоже на видео. Ну, наверное, там нам впереди тоже придется. Они не зря там сидят, они по-любому сидят по делу. Мы попробуем проехаться или нет? Едем? Ну, пусть они просто там. Они фотографируются? Я думала, они не подъедут здесь. Тибалийские собаки, это такая вообще полная жесть. Вот, пожалуйста, они постоянно под колесами. Это вообще, их так много. Собак на Бали безумное количество. Они постоянно болтаются на дороге. Какие-то домики. Я что-то не очень понимаю, куда мы едем. Я видела там мостики. Может быть, нам надо по ним? Вообще, хочу. Да, здесь есть воронки с видом на террасу. И я слышала, что здесь не один воронок, здесь очень много забегаловок всяких. Я думаю, куда-то надо встать уже, да. И непонятно только куда. Очередной контроль. Недоверчивые. Это надо. Может быть, там где-то начало. Маленький.
В общем, здесь, Там направление было. да, здесь какая-то просто огромная Это территория. тропа художника. И это видно какая-то, да, пешеходная тропа здесь на велосипедах. А, это Green Bikes, вон. Можно час проехать на велосипедах по вот этой тропинке. Нам туда точно поворачивать не надо. Нам надо где-то просто встать. Может, попасть или проедемся еще дальше. Здесь паркер какой-то очередной. Давай здесь. Вот. Мы запрягли на самый верх и Там. не знаю, где-то там, где ищем. Смотрите, какая красота. А вот отсюда, по ходу дела, начинается пешая тропинка. Вот здесь есть, кстати, место, где припарковать байк. Мы припарковались у самого высокого. Мы должны здесь останавливаться? Окей, идем. Платный полет на дроне. Так давай, может быть, заплатить, если не хочешь. Я охреневаю. Они совсем берут деньги. Но я не знаю, как делать. Как поступить. Давай полетаем, а потом скажем, что мы не заметили. Какая красота. Нет, место просто обворожительное. Так много воды. Такая большая территория, столько всяких летающих непонятных стрекоз. Да, вообще такое количество стрекоз. Поют птички. Хорошо дышится. Сейчас еще солнце, но не совсем вышло из облаков, уходит. Молодец. Ждали тебя. Какая хорошая тропинка-то. За это действительно не жалко отдать деньги, потому что они за эти деньги ухаживают за всем. Вот отсюда они берут воду. Эта вода, видимо, проходит к самому рифу. Ух ты! Прям целая система. Написано, чтобы мы не собирали рисок, а покупали его в магазине. Покупайте рис в магазине, не собирайте его на рисовых полях. Это самые красивые террасы на Бали. Еще есть террасы Тегалаланг, они находятся возле Убуда. Но в интернете пишут о том, что лучше не тратить на них время, если вы поедете сюда. Здесь гораздо более огромное поле, более атмосферное. И я не знаю, мы еще там не были, я думаю, что мы, наверное, туда уже просто не поедем, потому что после этого зрелища, этого огромного, масштабного просто поля рисового, вот этих террас, вот эти
Даже вот это много. Но это лишь 1/5, наверное. Господи, какая 1/5? 1/25 всего того, что здесь есть. Безумно красиво. Фонарики, если по ночам кто-то будет сюда заглядывать. Здесь дорожка-то пешеходная, но местные, в принципе, они везде катаются на байках, даже там, где не надо, но все-таки они местные. Я вырулила на другую тропиночку. Trekking road. Just follow the arrows. Окей. Так вот, здесь же просто невероятная красота. Судя по этой табличке, отсюда начинается трекинг. И они говорят идти только по вот этим вот аллейкам. Боже, как это красиво! Ну, посмотрите, как течет из этого бассейна в виде водопада вот сюда вода. Это так продумать надо, правда. Сначала выкопать, потом еще ухаживать за этим рисом. Да, это чудно, конечно. Я вижу вот там беседочку. Здесь еще одна. Это вот с той верхней на нижнюю. И вот так вот дальше по всей террасе. Везде шумит вода, кузнечики, стрекозки и какие-то птицы. Или это жуки? Гуляя по рисовым террасам, с каждым шагом вдыхаешь тишину, которую изредка нарушают байки и огромное количество стрекоз. Здесь и с той стороны так их много, очень много действительно. Ой, а там еще и коровки. Это коровки, да? Угу. Бедные. Посадили в засаде. Смотрите, сколько стрекоз. Я их боюсь вообще. Прям такое ощущение, что они то ли за нами идут, прям толпень такая, то ли их так много здесь, что они, ну, просто везде.
Крепкая, кстати, это инстаграмная штука. Может, она инстаграмная? Инстаграмная. Только мокрая. Вот еще как интересно. Вот из той канавы через землю вот сюда опять же проходит вода, и она идет по всей террасе вот так вниз, вниз, вниз. Здесь, как всегда, можно купить рис и вон такую шапочку за 300 тысяч. Я иду, и мне все открываются и открываются. Такие фантастические виды. Простор, красота. Домики маленькие посреди полей. Ощущение, как будто вода идет вверх. Ну, как мы ехали назад, да? Да. Ну-ка. Наконец-то появилась возможность гулять на тропиночке. Не знаю, можно ли нам сюда. Вообще-то я читала, что нельзя сходить с этой каменной дороги. Мы туда и не пойдем. Это тропинки, скорее всего, для тех, кто обрабатывает рис. Какая здесь тишина, какая здесь благодать. Это же такое огромное поле, надо вспахать, посадить рис и постоянно за ним ухаживать. Такое огромнейшее поле, гигантская территория, учитывая, что рис это каждый росточек надо высадить, и все оно должно быть ровно, за всем надо поухаживать. Сколько труда вложено в это все. Вот в тех вот домиках коровы, я не понимаю, зачем их здесь держат, что они такого делают на этих рисовых полях. Но все время пахнет молочком и коровьими лепешками. Ощущения и запахи, я бы сказала, прям как в настоящей деревне. Ты просто приехал куда-то на поле, только очень красивое поле. Очень красивое. Просто шедевр. Мне по дороге уже встречалось несколько вот таких бамбуковых скамеечек. Они достаточно прочные, я уже попробовала на них посидеть. Так, немного поскрипывают, но можно посидеть и сделать фотографию. Господи, какая прелесть! Сейчас я покажу, что меня очень зацепило. Вот, видите, какой ракурс. Тут есть развилка, можно налево,
можно прямо. Вообще здесь можно очень-очень долго гулять. Даже не знаю, хватит ли у нас времени и сил погулять по всем тропинкам. Здесь очень много. Это пьедестал для обзорной площадки. Мы выбрали тропинку налево. В глубину. Ну, здесь свои собачки. Информационный пост с рациями. Привет, песик. Пивосик. Красивый такой ухоженный пес по сравнению с другими балийскими собаками. Вот, пожалуйста, здесь очередной варунок. Прямо внутри, в террасах. Здесь написано, что exit, выход, километр назад. То есть мы прошли уже километр, а здесь еще можно не слабо так намотать километр. Мы тут решили втайне от всех полетать, прямо не выходя с этой террасы. Отойти подальше, тут, в принципе, нет никаких смотрителей, ни камер, ничего. Но вот что интересно, мы гуляем и уже очень много раз видели туристов, проносящихся вот по этой тропинке на байке. То есть, судя по всему, здесь можно как прогуляться пешочком, так и проехаться на байке. И это было бы гораздо интереснее проехаться на байке под такую огромную территорию. Но я просто, наверное, чего-то не поняла. То есть кто-то прошелся, кто-то проехался.
целый день гулять по этим террасам. Лучше приезжать сюда с утра, часам, не знаю, к 7-8, хотя сами террасы открываются в половине 9. Но с утра я думаю, что здесь будет, более атмосферно. Здесь должна быть дымка, здесь должен быть вот такой вот рассвет. Здесь можно гулять очень долго, потому что территория огромная. Мы прошли уже километр, и этого мало, потому что впереди гигантская территория. Здесь есть варунги, здесь можно покушать, здесь офигенно тихо, спокойно, шумит вода, и просто можно идти вот так вот полдня и расслабляться, отдыхать, в общем, просто good место. Как тебе рисовые террасы? Я бы сказал так, что маленькая то ли ошибка, то ли это течение судьбы. Мы пошли пешком, хотя многие катаются на своих мотобайках. Вот. Сейчас на нас начинает капать дождик, и нам идти еще километр. Это, маленький минус, хотя здесь такая погода, такая природа, что, в общем-то, это не так страшно. В общем, да, у нас, как обычно, пошел дождь. Мы приехали под солнышком, было солнышко, тучи все собирались, в общем, как обычно, центр острова. И погода здесь невероятно переменчива. Дождик сейчас пошел маленький, но это не значит, что нам не ливанет, как вчера. Вот здесь вот в этом воронке. Я не знаю, самый такой ближайший воронк, он самый доступный, который я здесь нашла. Здесь особо нечего кушать такого прям супер крутого. Тортилья с чикеном без ценника, френч фрайс, жареный рис. Наверное, самое главное, то, что это релаксирующее пространство. Идешь и отдыхаешь, и ничего не делаешь. Это появилась другая атмосфера, другая. Она еще более приятна, чем когда здесь солнце. Ты вроде как видишь зелень, идет дождь, правда легкий пока. Наверное, именно при легком дожде можно сказать, что это все приятно. И вид уже совсем другой, ощущения другие. Но дождь усиливается. Ну, вообще, как бы сумка смотрится смешно. Ладно. Хотя, мне кажется, это просто продажа вкусняшек. Сомнительно, это просто что-то под крышей. Заодно продажа. Взаимовыгодный такой. Мы выезжаем с террасы и сейчас делаем вторую попытку поехать на Сикумпу. Правда, по карте дорога ведет через очередной национальный парк. Это на озере Братан и горе Агун. И я полагаю, что мы там зависнем. И опять же не доедем до Сикумпула, но мы попробуем. Мы сейчас попробуем это сделать. Да, сейчас достаю ключи и поедем.